первое. Кстати, надо убрать желательно. Ну, либо ее как можно.
Всем привет! Добро пожаловать на трансляцию по менеджменту киберспортивной организации. Сегодня я ваш спикер Дмитрий Макаров. Буду рассказывать вам про курс, который мы совместно с Синергией создали несколько лет назад и уже активно продвигаем не 1 год. И я вам расскажу про него поподробнее, про то, что вы будете там на нем изучать. Расскажу немножко о себе, расскажу о потенциале работы в киберспорте и в целом об этом рынке. И помогу определиться вам с тем, стоит ли там, интересно или неинтересно попробовать себя в обучении на менеджмент в киберспорте. Давайте немножко расскажу о себе. Я сейчас работаю геймдизайнером в международной компании по разработке видеоигр Pressfire Games. В свое время я работал вообще в различных киберспортивных организациях, там Team Empire, НАТО Сфинцеры, Спартак, Forza, Espada, там немного Team Spirit. В общем, перечень сегодня перечислять очень долго. По ходу моей карьеры у составов, с которыми я работал, было множество высочайших регалий, проходы неоднократно на самые крупные турниры по разным дисциплинам, там и мейджоры и в Rainbow Six, и мейджоры в CSGO. Это не особо важно. В общем, опыт у меня работы в киберспорте большой. И в свое время я хотел очень сильно поделиться с людьми всем тем экспириенсом, который я саккумулировал за годы работы в киберспорте. А начинал я там с редактором статьи вообще в новостном журнале Team Empire, Empire GG. И закончил непосредственно уже управлением организацией. И я решил саккумулировать этот опыт в своем авторском курсе и рассказать самое ценное, что я изучил за все эти года. Для кого это в целом программа? Так как мы будем с вами обсуждать не только менеджмент киберспортивный, но и работу аналитиков, тренеров, игроков, различных там звукорежиссеров, редакторов и так далее, то эта программа покрывает множество потенциальных специальностей, которые могли быть интересны. Но в первую очередь, конечно, это будет интересно геймерам, киберспортсменам, начинающим киберспортсменам, которые играют на полупрофессиональном уровне, которые очень хотят понять, как им пробиться в топ, какие шаги им непосредственно нужно применить, чтобы заявить о себе. Эта программа будет полезна и руководителям, менеджерам или людям, студентам, которые хотят пойти на менеджерскую должность. В своей программе я буду рассказывать о том, как управляться составами, буду рассказывать об инсайтах, о ошибках, которые я совершал и совершали мои сотрудники, о том, как выстроить организацию с нуля, о том, какие в целом смежные специальности есть с киберспортом, и так далее. Какие навыки получит студент, который закончит этот курс? На самом деле тяжело так прямо сказать, но кратко вы научитесь работать с документами, мы будем множество разных настоящих договоров киберспортивных с вами разбирать, я расскажу юридическую часть киберспорта, научитесь полностью от А до Б управляться составом, понимать, как работает кухня внутри команды, как начинается их рабочий день, как это все контролировать, как составлять расписание, как планировать логистику, поездки команд на различные турниры, как масштабировать организацию, как работать с множеством составов, как выстраивать бренд киберспортивной организации. В общем, кучу смежных навыков с этими всеми направлениями, в первую очередь менеджерскими. Мы с вами попробуем обучиться, и на своем примере буду рассказывать, показывать, как это все происходило. Почему данный курс это лучшее, что есть на рынке онлайн-образования? На самом деле сейчас по пальцам можно пересчитать онлайн-курсы, которые проходят на данную тематику, да в целом на киберспортивную тематику. И мы работаем дольше всех. За последние 3 года у нас было мало боеспособных конкурентов, которые смогли бы составить программу подобного качества, потому что мало специалистов есть
которые работали на подобном уровне. И Синергия предоставляет огромный перечень различных очень крутых услуг как во время курса, так и после. То есть это можно получить настоящие сертификаты о прохождении. Там, мало того, что мы вот с вами разберем в течение там, нескольких месяцев все те вещи, которые я уже до этого обсуждал, так еще и покажу вам места, где можно все-таки искать трудоустройство в этой сфере. Ну и наберетесь контактов, каких-то, ну, в общем, проведем нетворкинг с вами и получите контакты людей, которые необходимы вам для того, чтобы войти в эту сферу и понимать, с кем общаться для того, чтобы реализовать определенные свои идеи в этой сфере. Также стоит рассказать про формат лекций, которые мы проводим. Это не просто какие-то семинары, это не просто какие-то лекции. Это прямое общение в онлайне со всеми учениками на курсе. У нас есть закрытый телеграм-канал, где все студенты со мной там общаются, задают какие-то вопросы, делятся своим опытом на киберспортивном поприще, потому что за уже несколько там потоков, которые у нас были, некоторые студенты у нас запускали свои собственные организации, какие-то студенты запускали онлайн турнирные операторов, потом какие-то студенты устраивали Синергию обучаться, кто-то там становился игроком и так далее. В общем, весь этот нетворкинг, который можно саккумулировать, вы получите, и вот с такими людьми в прямом общении будете находиться вот непосредственно на наших семинарах. И также любые вопросы, любые проблемы, которые могут у вас возникать по ходу обучения или по ходу вашей профессиональной деятельности, вы можете без стеснения мне задавать, я почти в любое время суток вам буду отвечать. Вот. Мне просто интересно помогать людям развиваться в этой отрасли, потому что киберспорт в целом, не только в России, но и в мире, это очень молодое направление, даже, скажем, экономическое направление. И куча есть различных вариантов самореализации в этой сфере, о которых мы непосредственно на курсе будем разговаривать. И мне всегда интересно подсказывать людям и придумывать вместе с ними наиболее оптимальный и интересный для них вариант. И мы будем приглашать некоторых экспертов с этого рынка, может быть, из Virtus.pro, из Empire, бывших там сотрудников, будем, ну и в целом различных лиц с этого рынка, и вы можете также с ними пообщаться и задавать интересующие вас вопросы. Ну и давайте немножко подробнее про нашу программу обучения. Я так кратко расскажу вам про то, что будет у нас непосредственно в наших блоках. Начнем мы с того, что я на первом занятии буду рассказывать о структурах, о иерархиях внутри организации, о том, как они выстраивают свою работу, о том, кто такой менеджер команды непосредственно, почему он считается седьмым игроком, почему мы мало слышим о менеджерах команд и почему они играют такую важную роль в составах. В следующем модуле мы с вами обсудим уже непосредственно про то, как менеджеры, тренеры ищут профессионалов, игроков для своих составов, как проходит скаутинг, как проходит построение тренировочного процесса, ну и игрового процесса, уже участия на самих турнирах. В общем, будем разбирать инсайты и внутрянку киберспортивных команд. Потом в одном из блоков мы с вами разберем про юридические аспекты, я про это уже говорил. Там будут не только договора какие-то международные на русском и английском языках, мы еще и с вами разберем и о том, как составлять спонсорские контракты, про то, как работать правильно и составлять инвойсы для получения призовых, как проверять документы игроков. Поделюсь с вами вариантами того, как можно быстро решить проблемы с визами и загранпаспортами, дам непосредственно контакты людей, с которыми можно эти проблемы решить. Потом обсудим с вами взаимодействие с турнирными операторами. В этом блоке мы с вами обсудим то, как правильно общаться и отстаивать интересы команды при спорах или при взаимодействии со судьями на турнирах.
про то, что учитывать при поездках на LAN-турнир, о том, как планировать буткемпы перед этим. И плавно перейдем с вами как раз-таки на следующий модуль, где мы с вами обсудим, как проводить буткемпы, как их рассчитывать смету таких буткемпов, о том, как в целом выстраивать экономику организации таким образом, чтобы при необходимых переездах с одного буткемпа на другой правильно учитывать логистику и правильно учитывать закупку на эти буткемпы, чтобы максимальную выгоду для своей организации составлять. Также, ну, либо я, либо кто-то из прям настоящих специалистов из этой сферы вам расскажет про бренд, про важность бренда в киберспорте и про важность СММ в киберспорте. В этом блоке, на самом деле, он один из самых важных, будет обсуждение того, что такое бренд, как его составляли и составляют до сих пор киберспортивные организации, которые действуют по сей день. Обсудим примеры действующих брендбуков, научимся с вами составлять те самые брендбуки и рассмотрим примеры работ social-media маркетинга в разных организациях и научимся с вами обращать внимание на то, как выстраивается ваша собственная лента новостей, чтобы вы сами могли проводить какой-то теханализ того, что видите в социальных сетях, наблюдая за вашими любимыми командами. Ну, потом я уже затрагивал тему спонсорских контрактов, но вот в отдельном блоке будем обсуждать про то, как выстраивать контакты со спонсорами, как правильно презентовать свою организацию, ну, тот самый брендбук, о котором мы там говорили ранее, и о KPI, о том, на какие метрики смотрят спонсора в первую очередь при рассмотрении партнерства с командами, про соблюдение этих KPI командой, ну, множество чего, не буду сильно углубляться, загружать, в общем, это все будет подробно там, в нескольких занятиях внутри блоков обсуждаться. Вот. Ну и последние модули – это масштабирование организации и перспективы киберспортивных дисциплин. В масштабирование организации входит как раз-таки глобализация команды, это подписание нескольких составов и, ну, в общем, про масштабирование. Вот. И перспективы киберспортивных дисциплин – это непосредственно после событий последних лет. Будем с вами рассуждать на тему того, насколько стоило бы заходить в эту сферу в России, или стоило ли бы уходить куда-то в международное сообщество, вот, и какие есть потенциалы вообще развития вас как профессионала в этой сфере. Спойлер, на самом деле потенциал огромный, и очень сильно советую вам послушать этот блог. Ну и давайте быстренько вернемся к обсуждению непосредственно формата нашего обучения. Ну, тут все просто. Будут онлайн-видеоуроки, где я в лайве буду рассказывать о блоках. Вот. Но также это все будет проходить в формате записи. Те, кто не успел, они могут там, посмотреть запись в удобное для себя время. Но, к сожалению, из-за того, что мы с командой там, и с учениками будем двигаться по определенному плану курса, если кто-то не будет успевать делать домашку, то как бы он будет в пролете, ну, как правило. Вот. Но если что, если это там, по уважительной причине, то я буду там, с учениками договариваться без проблем, там, буду в каком-то дополнительное время разбирать их домашнюю работу. А домашка она будет очень интересная, она будет практическая. В нее будет входить непосредственно все те вещи, которые менеджер киберспортивный проводит каждый день при своей работе с командами. Научимся вот это все знания, которые мы будем обсуждать в модулях, мы с вами научимся применять в практике. Эта практика будет как в домашке, так и на семинарах. У нас будут интерактивные уроки, интерактивные домашние задания, вот, где ученики там будут общаться напрямую с турнирными операторами и пытаться для потенциальной своей команды защищать интересы при выборе серваков там, или при каких-то конфликтных ситуациях с другими командами. Все эти кейсы мы разберем на практике. Ну и нетворки, о котором мы с вами говорили,
живые вебинары со мной будут. Ну, это скорее в формате лайва, но также в конце курса мы с Энергией договариваемся, что я буду встречаться с учениками на определенных ивентах, где там могут в лайве задавать вопросы, пообщаться, ну, построить непосредственно этот самый нетворкинг. И есть еще такая вещь, как стажировка в спортивной организации, которая, я бы сказал, это будет стажировка в спортивной команде, потому что ну, в современных реалиях тяжело договориться на большую группу людей так, чтобы люди там, получили какую-то практику вживую, уже работая с профессиональными командами. Но если говорить непосредственно про опыт работы с потенциальными там какими-то полупрофессиональными или профессиональными командами, с этим договориться можно будет, ну, с командами, которые не участвуют в организациях. Это мы с Энергией в наших планах уже проработали. Ну, давайте про блок того, что входит в стоимость обучения, сейчас подробно зацикливаться не будем, потому что в целом все, что туда входит, мы с вами уже обсудили за последние 15 минут. Так что бонусом у нас пойдет, это, как я и говорил, вебинары с экспертами киберспорта, приглашенные гости из других киберспортивных организаций, и также профессионалы, которые работают не в командах, а непосредственно участвуют в других отраслях киберспортивной работы, там, например, какие-нибудь представители Федерации киберспорта России или бренд-менеджеры трансляций каких-то киберспортивных, в общем, представители этой отрасли. Как я уже говорил ранее, офлайн встреча в Москве будет со мной, либо с другими экспертами. И стажировка с командами, которые играют там на тир-1, тир-3, я бы сказал. Потому что тиры очень такая мобильная вещь. Ну, про отзывы можете почитать на лендинге, по которому вы перешли, не буду на этом останавливаться. И вот давайте тут немножко подробнее остановимся на слайде, где найдется ли мне место в киберспорте. Одну минуточку. Ответ «да». Это на самом деле тема последнего модуля на моем занятии. На самом деле киберспорт — это такая многогранная отрасль, которая поможет вам, если вы в ней будете развиваться, уйти в любую для вас удобную, интересующую отрасль. О чем я говорю? Вот, например, если взять меня, то я в свое время там работал редактором статей, потом стал тренером команды, аналитиком, пошел в менеджеры, потом в генерального менеджера, ЦО и так далее. То есть был какой-то карьерный рост. И имея за плечами там более 6-летний опыт работы в киберспорте, я решил немного сместить вектор на более интересующие на данный момент меня вещи, это разработку видеоигр. Я вот сейчас, имея какой-то бэкграунд опыта, ну, более 6000 часов в Counter-Strike там, или более 3000 часов в Dota и так далее, имея огромный опыт игровой и опыт анализа и работы с большими группами людей, сейчас я контролирую игровую разработку, ну, разработку геймплея в крупной компании по разработке игр. И опыт в киберспорте мне очень сильно помог. Поэтому ну, можно пойти по обратному. Если вы разрабатывали видеоигры и очень хорошо понимаете core-механики, вы можете, например, взять и пойти работать в киберспорте аналитиком каким-то, ну, потому что вы очень хорошо разбираетесь в механиках. Если у вас опыт, опять-таки, игр есть, ну, опыт в целом игровой вот в этой отрасли очень сильно важен. Если вы играете много, то на самом деле не бойтесь этого, не стесняйтесь этого. Это очень полезный экспириенс, если вы планируете дальше развиваться в этой отрасли. Вот, в общем, если вы много играли, то вы можете пойти, например, комьюнити-менеджером в какую-то из организаций, которые планируют расширять свой бренд в молодежи и там в каких-то киберспортивных областях, например, там какие-нибудь там букмекеры там, или доставки еды. То есть они же, ну, многие организации покупают рекламу у киберспортивных команд, и они очень заинтересованы в молодой аудитории, поэтому ну, вы можете пойти вот работать в эти организации, потому что вы имеете какое-то представление о том, как построена работа в киберспортивной команде. И то, о чем курс, о котором я рассказываю, это как раз-таки
Он говорит о каких-то фундаментальных вещах, которые стоит понимать практически любому человеку, который так или иначе хотел бы взаимодействовать с киберспортом. И чтобы лучше понимать всю картину мира и понимать то, как бы он вот знания, полученные здесь, мог имплементировать куда-то уже в свою текущую работу, либо непосредственно понять для себя, хотел бы он там углубиться подробнее именно в сам киберспорт, в спортивную составляющую. И вот эти все вещи мы с вами будем в рамках этого проекта обсуждать. И в целом буду очень рад вас видеть. Обещаю, что почти для всех, кто пойдет на этот курс, так или иначе он будет полезным. Как минимум заработаете какой-то нетворкинг, как максимум, может быть, реально научитесь тому, чтобы когда-нибудь в будущем можно было бы открыть свою киберспортивную организацию. Вот. К сожалению, я сейчас не вижу чата трансляции, если какие-то вопросы были или нет. Надеюсь, вам было понятно и интересно слушать. В общем, до новых встреч. Пока-пока.